Всем привет, друзья! Позади меня стоит 6 автомобилей, внедорожные возможности которых мы проверим на умеренно пересеченной местности, собственно, для чего они и создавались. Сегодня запланировано 4 препятствия, в рамках которых мы сможем увидеть особенности работы полного привода, а также артикуляцию подвески каждого автомобиля. Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Перед тем, как мы начнем, хочу представить вам участников данного теста. Все автомобили с бензиновыми двигателями, с автоматическими коробками передач и, конечно же, с полным приводом. Subaru Forester 2014 года. Двигатель 2,5 литра мощностью 170 сил. Коробка, вариатор. Резина летний Michelin. BMW X1 2017 года. Двигатель 2.0 турбо, 192 силы. Коробка 8-ступенчатый автомат. Резина летний Bridgestone. Mazda CX-5 2017 года. Двигатель объемом 2 литра мощностью 150 сил. Коробка 6-ступенчатый автомат. Резина зимняя Yokohama с шипами. Hyundai Tucson 2017 года. Под капотом 2-литровый двигатель мощностью 149 сил. Коробка автомат 6-ступенчатая. Резина зимний Nokian. Volkswagen Tiguan 2017 года. Под капотом 2-литровый турбодвигатель в 180 сил. Коробка 7-ступенчатая DSG. Резина зимний Continental. Toyota RAV4 2017 года. Двигатель 2-литровый мощностью 146 сил. Коробка бесступенчатый вариатор. Резина всесезонный Dunlop. Первое испытание – грязный поворот. Много раскисшей грязи, да еще и подъем сразу за поворотом. Первым едет BMW X1. Протектор летних скоростных шин быстро забился грязью, и в итоге BMW едет в объезд. Еще один участник на летней резине – Subaru Forester. Ему удается в скольжении войти в поворот, и далее, активно буксуя всеми 4 колесами, машина двигается вперед, выбираясь из грязевого плена. А это, пожалуй, самое эффектное прохождение данного препятствия. И сейчас вы поймете почему. Тактика Subaru Forester не сработала в случае с RAV4. Там, где Forester выехал, активно буксуя всеми колесами, RAV4 беспомощно стоит на месте. А все потому, что вариатор не допускает пробуксовку колес на большой скорости. И даже если водитель будет давить педаль газа в пол, электроника будет ограничивать обороты двигателя. В итоге откат назад и проезд по объездной. Hyundai Tucson не может похвастаться продвинутым полным приводом, и даже принудительная блокировка межколесной муфты, которая равномерно распределяет крутящий момент по осям, не позволила корейскому кроссоверу преодолеть данное препятствие. Кстати, Tucson обут в зимние шины, которые якобы имеют преимущество над летними в подобных условиях, но, как видите, они не обеспечили какого-либо преимущества. Водитель Mazda решил попробовать новую тактику, заехав правыми колесами на плотный грунт. Но этого оказалось недостаточно для преодоления препятствия. Итог такой же, как у X1, Tucson и RAV4.
И вот у нас следующее препятствие – диагональные вывешивания при движении в подъем. BMW справляется с этой задачей на 5 баллов, минимум пробуксовок и никаких повышенных оборотов. Просто запомните этот проезд и сравните с остальными участниками. Форестер проходит этот участок уверенно. Повышение оборотов двигателя пропорционально интенсивности движения, при этом разгруженные колеса буксуют значительно больше, чем это было у BMW. Теперь черед RAV4. У этого японского кроссовера очень много пробуксовок, сопровождаемых характерным клацанием тормозной системы в попытках передать момент на загруженные колеса. Да еще и электроника не позволяет колесам активно пробуксовывать, что существенно сказывается на скорости прохождения препятствия. Эта особенность RAV4 еще проявит себя на дальнейших препятствиях. Так же, как и RAV4, Hyundai Tucson много буксует, но мало едет. В итоге, хорошенько раскрутив колеса на первые диагонали, вторую диагональ автомобиль прошел ходом. Ключевой недостаток в том, что водитель не может контролировать движение автомобиля, так как он выскакивает вперед весьма неожиданно. Проезд Mazda получился неоднозначным. Сначала автомобиль повис на первой диагонали, буксуя разгруженными колесами. А во второй попытке, пройдя первую часть препятствия ходом, Mazda демонстрирует незначительную пробуксовку и жесткую работу тормозной системы для передачи момента на загруженные колеса. Проехать данное препятствие в натяг у Тигуана не получается. Как только водитель дает больше газа, колеса активно раскручиваются и машина двигается вперед. Это хуже, чем у BMW и Subaru, но лучше, чем у Toyota, Mazda и Hyundai. А вот и третье препятствие – затяжной подъем с ступенькой в самом начале, с диагональным вывешиванием в середине и увеличивающимся углом подъема у самой вершины. X1 блестяще проходит данное препятствие, незначительная пробуксовка у самой вершины, как вишенка на торте для эффектного кадра. А теперь черед RAV4. Помните про ту особенность электроники, которая в штатном режиме не дает активно пробуксовывать колесам этого японского кроссовера? Могу предположить, что именно по этой причине RAV4 сейчас будет беспомощно крутить колесами почти у самого финиша дистанции. Далее будет пара примеров, когда в таких же условиях за счет большей мощности, передаваемой на колеса, активно буксуя, машины будут выезжать из такого же положения. Во второй попытке RAV4 проехал по прямой траектории, но электроника опять ограничивала обороты двигателя. В итоге подъем для него так и остался непокоренным. Тигуан активно разгоняется и ударяется передним бампером о ступеньку на въезде. Далее пробуксовка на диагональном вывешивании. И вот тот самый момент, когда большая мощность на колесах решила исход дела. Буксуя, Тигуан покоряет вершину. Форестер проезжает данное препятствие примерно так же, как и Тигуан. Уверенное движение вперед, при этом активная пробуксовка в середине и на финише дистанции. Пытаясь повторить успех Тигуана, Tucson набирает разгон и ударяется об ступеньку декоративной трубой под передним бампером. В середине дистанции трекшн-контроль урезал мощность и слышно, как упали обороты двигателя. Ну а дальше все как у RAV4. Беспомощная пробуксовка почти у финиша дистанции. Неожиданно Tucson удивил во время своей второй попытки, активно буксуя практически у самого финиша дистанции. Я думал, что у Hyundai уже нет шансов. Но тут у Tucson будто открывается второе дыхание, и автомобиль двигается вперед, пересекая виртуальную линию финиша. Водитель Mazda CX-5 наиболее точно следовал полученным инструкциям – ехать в натяг, чтобы в полной мере продемонстрировать работу системы полного привода. В итоге Mazda встала на середине дистанции, не сумев преодолеть диагональное вывешивание на подъеме. Во второй попытке, взяв небольшой разгон, Mazda благополучно двигается по подъему, причем слышно, как обороты двигателя падают практически до холостых после диагонального вывешивания. Финальное препятствие автомобиль покоряет, активно буксуя всеми четырьмя колесами.
Финальный заезд на данном участке. RAV4 берет хороший разгон и буквально залетает на вершину подъема. А это уже третье препятствие. Автомобилям надо подняться по некрутому подъему, который состоит из участков из мягкого грунта, песка и травы. Первым отправляется Форестер и легко справляется с поставленной задачей. Далее черед Тигуана, небольшой разгон на старте и много мощности на финише. Результат у вас на экране. Глядя на двух предыдущих участников, можно подумать, что подъем не представляет никакой сложности. Но все познается в сравнении. Мы уже знаем особенности Тусана, поэтому даже этот простой подъем доставил проблемы корейскому кроссоверу. Лишь набрав хороший разгон и пролетев диагональные вывешивания, автомобиль покорил данное препятствие. Вы согласны с тем, что проезд X1 кажется легким, простым и непринужденным? И это вовсе не реклама BMW, а то я вас знаю. Наверное, вам очень интересно, как справиться с этим препятствием RAV4. Газ в пол на старте и траектория с минимальным перепадом высот позволили покорить этот подъем с первого раза. Теперь очередь Mazda и минимальных скоростей с движением в натяг. Плавный старт и пробуксовка разгруженных колес уже на середине подъема. Электроника не может перекинуть момент на загруженные колеса. Чуть больше разгон и теперь пробуксовка у самого финиша. Спустя несколько попыток водитель Mazda меняет траекторию и практически ходом преодолевает препятствие. А это дополнительное препятствие, которого изначально не было в программе. Противоположный выезд из оврага, но более крутой, чем предыдущий подъем. И у самого финиша есть небольшая ступенька, которая должна создать дополнительную трудность для участников. Первым отправляется BMW, и это первый раз за эти покатушки, когда X1 пришлось повышать голос. Активная пробуксовка на финише, все из-за той самой ступеньки и скользкой травы под колесами. Форестер, набрав хороший разгон, буквально залетает на подъем, при этом хорошо подскочив на ступеньки. Тигуан образцово не набирает разгон перед препятствием и открывает полный газ практически на пике вершины, активно буксуя после ступеньки, как и X1, показывая отличный результат. RAV4 набирает разгон, и электроника не дает пробуксовывать колесам, даже когда автомобиль проваливается в яму, хотя водитель давит педаль газа в пол, но обороты не поднимаются. Честно, я думал, будет хуже. А теперь Mazda CX-5 с образцово-медленным движением в натяг. При этом стоит отметить, что в этот момент дождь существенно усилился, грунт стал мокрым, а трава еще более скользкой. Добавлю, что водитель Hyundai Tucson отказался от покорения данного препятствия по причине низкого клиренса из-за декоративной трубы под передним бампером.
итоге, после нескольких активных попыток покорить данный подъем, у Mazda перегрелась муфта и автомобиль стал переднеприводным. На Мазде перегрелась муфта и пропал задний привод. Теперь она не может выехать из этого оврага ни вперед, ни назад. Гора мусора, извиняюсь за наших очень несознательных граждан. Пришлось выждать паузу и уже после, когда машина вновь стала полноприводной, выезжать из этого оврага по проторенной дорожке, заблаговременно набрав хороший разгон. А теперь самое время подвести итоги данной битвы кроссоверов. Я напомню, что все автомобили полноприводные, с автоматическими коробками передач, и как это обычно бывает, резина у всех, конечно же, разная. Чтобы уравнять условия, все водители ехали в положении драйв, а все остальные системы работали в штатном режиме. Уверен, вы не будете удивлены, но аутсайдеры данного теста Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. Их полный привод и технические особенности вариатора на RAV4 наименее приспособлены к движению по пересеченной местности. На этом фоне очень интересно посмотреть, как будет себя вести RAV4 с двигателем 2.5, который работает в паре с обычным автоматом. Mazda CX-5 показала результат ощутимо лучше, чем RAV4 и Tucson, но неоднократно возникали ситуации, когда электроника не могла перекинуть момент на загруженные колеса, чего практически не было у автомобилей из следующей группы. Forester и Tiguan я ставлю на одну ступеньку. Автомобили показали одинаково хороший и стабильный результат. При этом Forester был на летней резине, у него атмосферный двигатель и моральный возраст автомобиля 5 лет. Он выпускается с 2013 года. Tiguan, напротив, новый, с быстрой коробкой, с мощным двигателем и с умным полным приводом. Первое место достается BMW X1. Начиная с первого испытания и до последнего, не считая грязевого поворота, этот немецкий кроссовер показывал образцовый результат. Минимум пробуксовок, практически отсутствие высоких оборотов, и все это на летней высокоскоростной резине. Вы вправе со мной не согласиться в оценке возможностей представленных автомобилей. Свое мнение обязательно напишите в комментариях, а также напишите, какие автомобили необходимо сравнить в следующей битве. С вами был Диас, всем пока!